Встреча на Аляске. Трамп заострил риторику в отношении Путина. Шпионские игры. Кого хотел запутать хозяин Кремля? Беларусь накануне либерализации. Кто смог повлиять на диктатора? Дроновая дипломатия Москвы. Взрыв порохового завода в России. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Владимир Путин не осмелился выкинуть номер, который не раз проделывал с политиками, монархами и даже папой римским. На встречу с Трампом российский диктатор прибыл без опоздания. Его самолет приземлился даже раньше заявленного Песковым времени. Началось с неприятного. Кто-то выкрикнул вопрос Путину, когда он прекратит убивать мирных жителей в Украине. На что Путин жестом ответил, что не понимает. В момент прохода по красной дорожке над гостем пролетел бомбардировщик Б-2. Такие недавно разнесли бункеры в Иране. Но даже это не смогло испортить Путину настроение. Ему тяжело удавалось скрывать свою радость, особенно когда он сел в лимузин Трампа. Да и после ужимки российского диктатора привлекли особое внимание наблюдателей. Переговоры начались не с беседы тет-а-тет, а в формате 3 на 3. Трамп взял с собой злого и доброго полицейских Рубио и Уиткофа. Путин обошелся без доброго, прихватив Лаврова и Ушакова. Вряд ли московского гостя ждал легкий разговор. Хозяин встречи заострил свою риторику еще по дороге из Белого дома на Аляску. Пока инвестор и приближенный семьи Путиных Кирилл Дмитриев пытался обрабатывать Стива Уиткофа и пугать местных медведей, Дональд Трамп еще на борту своего самолета заявил: Соединенные Штаты не станут обсуждать деловые отношения с Россией до прекращения войны в Украине. Я заметил, что он привез с собой много бизнесменов из России. Это хорошо. Мне это нравится, потому что они хотят заниматься бизнесом. Но мы не будем вести с ними дела, пока не покончим с войной. Президент США также оценил обстрелы Украины, которые Путин усилил накануне переговоров. Он думает, что это помогает ему заключить лучшую сделку, если они продолжат убийство. Возможно, это часть его мира. Возможно, это его суть, его гены, его генетика. Но он думает, это дает ему силу в переговорах. Я думаю, это на самом деле ему вредит. Но я с ним об этом поговорю. Анонимные источники из окружения американского лидера шепнули журналистам CNN, что Трамп может покинуть встречу досрочно, если ему покажется, что Путин не настроен на заключение соглашения. Хозяин Белого дома усилил это послание. Я хочу, чтобы прекращение огня произошло быстро. Я не знаю, каким оно будет сегодня, но я не буду рад, если его не будет сегодня. Правда, некоторым плюсом для Москвы могло быть не включение спецпосланника Кита Келлога в состав американской делегации. Его считают большим сторонником Украины. Хотя и вице-президента Венса, наиболее рьяно нападавшего на Зеленского во время февральской встречи в Белом доме, на Аляске тоже не было. В отличие от Дональда Трампа, представители московской команды старались тщательно подбирать слова и не бравировать своей обычной воинственной риторикой. Только Песков осторожно намекнул, чтобы за Аляской последовал трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского, встреча Путина и Трампа должна быть результативной. Накануне исторической встречи на Аляске армия Путина продолжила действовать в обычном стиле, обрушив очередной удар на Днепр и Сумы. Баллистическая угроза, о которой предупреждали воздушные силы Украины, стала реальностью. Погиб мужчина, еще один ранен, сгоревший грузовик, разбитый микроавтобус и ожоги на теле города. Так выглядит дипломатия Кремля. В
В Сумах под ударом оказался центральный рынок. Результат – пылающие торговые ряды и десятки разрушенных палаток. По предварительным данным, жертв нет, но ущерб колоссальный. Беспилотники превратили оживленный центр в дымящийся хаос. Экстренные службы работают на износ, а Россия в очередной раз демонстрирует, что ее аргументы – это ракеты и дроны. Так прокомментировал последние удары агрессора президент Украины. Війна триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. В день перемовин вони теж вбивають, і це багато говорить. Рассказал Зеленский и о ситуации на фронте, особенно там, где на днях возникла угроза прорыва врага. Українські воїни вичищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результат. Російський намір був показати силу перед Аляскою. Фактично для окупанта це закінчується його знищенням. По дороге на Аляску президент США нашел время на разговор и с другим диктатором. У меня состоялась замечательная беседа с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было выразить ему благодарность за освобождение 16 заключенных. Но самой интересной была другая половина поста Дональда Трампа, которая дает надежду тысячам белорусов. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наша беседа была очень плодотворной. Мы обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску. С нетерпением жду встречи с Лукашенко в будущем. После июньского визита спецпосланника президента США Кита Келлога в Минск Лукашенко отпустил на свободу группу политических заключенных, в том числе Сергея Тихановского. Похоже, теперь тиран готов освободить из застенков в 100 раз больше своих оппонентов. Неужели оттепель, как думаете? И что Лукашенко хочет от Трампа взамен? Взрыв на военном предприятии Рязанской области России в Шиловском районе. Взлетел на воздух пороховой цех завода «Эластик». 5 человек погибли, пишут даже о 100 пострадавших. При этом здание цеха, в котором произошла детонация, оказалось полностью разрушено. Под завалами остаются люди. С территории завода эвакуировали более 100 человек. На место направлено более 100 спасателей. При этом сообщений об атаке дронов или диверсии не было. Российские источники называют возможной причиной пожара и взрыва нарушение техники безопасности. В октябре 2021 года на территории одного из цехов завода, которое использовало ООО «Разряд», выпускавшее взрывчатые вещества, также произошел взрыв. Тогда погибли 17 человек. Причиной называли также нарушение техники безопасности. Завод синтетических волокон «Эластик» специализируется на производстве оружия и боеприпасов. Череда неудач путинского кораблестроения продолжается. В России утонул еще один амбициозный проект. Как выяснили «Ведомости», Росморпорт разорвал контракт с принадлежащим ему Онежским судостроительным заводом на строительство 2 уникальных ледоколов стоимостью 18,5 миллиардов рублей. Договор, подписанный 4 года назад, обещал стране 95-метровые айсбрейкеры, машины-монстры, способные ломать сплошной лед толщиной до 1,5 метров и работать как на дизеле, так и на сжиженном природном газе. Таких в России еще не строили. Планировали, что они будут бороздить Балтику, Белое и Баренцево моря, а летом заходить и в Северный Ледовитый океан. Передать суда хотели уже в 2024, потом перенесли на 2026, но какой сюрприз, стройка так и не началась. Все уперлось в такие полезные, по мнению некоторых, санкции. Ключевые работы собирались отдать на турецкую верфь, но договор сорвался после вторжения РФ в Украину. Хотя по факту построить без турецких судостроителей и так не могли. Тем временем Росморпорт уже перечислил заводу аванс в более чем 9 миллиардов рублей. Теперь ССЗ обязан вернуть их за 5 рабочих дней. Но учитывая, что ледоколы остались только на бумаге, вернуть все это может оказаться непростой задачей. Это очередной эпизод в череде неудач кораблестроения в путинской России. В начале месяца стало известно о том, что единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» после 8 лет ремонта и 86 миллиардов рублей на него потраченных решили пустить на металлолом. А всего неделю назад частично затонул новенький буксир «Капитан Ушаков». Его спустили на воду в Ярославле всего 3 года назад, но отправили достраиваться в Санкт-Петербург. И опять неудачно.
Пока основная кремлевская команда полетела на Аляску, спикеру Госдумы пришлось лететь в похожем, но менее приятном направлении. Вячеслав Володин почтил визитом Ким Чен Ына. В Пхеньяне его встречали по высшему разряду. В лучших традициях коммунистического режима на переговорах спикер Госдумы передал северокорейскому лидеру привет и поздравления от Владимира Путина по случаю 80-летия освобождения Кореи от японского господства. Но не только. Этим не ограничились. Володин передал Ким Чен Ыну благодарность от Путина за, цитируем, героическое участие корейских военнослужащих в освобождении территории Курской области от украинских захватчиков. Встречи, переговоры и праздничные мероприятия в течение нескольких дней в финале и хозяин, и гость уже устали и улыбаться, и хлопать. По дороге на Аляску Путин сам лично легко мог бы заглянуть к товарищу Киму, но этого не сделал. Интересно, почему? Может, решил не злить Дональда Трампа? Как думаете? Пишите в комментариях. Но отдуваться за помощь КНДР в Курской области пришлось не только Володину. Флешмоб, посвященный Северной Корее, устроили в оккупированном Донецке под песни про Путина и товарища Ким Чен Ына. Siły Zbrojne Rzeczpospolitej. Dziś pokładane są nasze nadzieje na zbudowanie Polski pokoju i Polski bezpiecznej. Tak, to w naszych rękach jest bezpieczeństwo państwa polskiego. Nie możemy zmarnować ani dnia, ani tygodnia, ani miesiąca na rozbudowywanie naszego potencjału. Wiemy też, że społeczeństwo wolnych narodów. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.